I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим топовые трибридные наушники Oracle MK3 от компании T-Audio стоимостью $589. И про эти наушники вы у меня так часто спрашивали в комментариях и просили сравнить их с наушниками T-Audio Hype 4, что я понял, что да, ребята, мне определенно нужно сделать это. Ведь кто еще сможет провести реальное сравнение этих наушников, кроме меня, дабы закрыть вообще все вопросы о том, как они звучат и что из себя представляют. И, конечно же, как они показывают себя в сравнении с Hype 4, которые находятся уже почти 7 месяцев в моем использовании, что, согласитесь, довольно немало. И приходят они в привычной для T-Audio достаточно средней по габаритам коробке, с фирменным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, вверху есть логотип компании, а чуть ниже указано название этой модели и конфигурация используемых излучателей в этих наушниках. А также обратите внимание, что они получили награду VGP, что, как по мне, определенно заслуженно. Но тут уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук здесь отвечает мощная связка из двух динамических излучателей с фирменной технологией Impact 2 для воспроизведения мощных низких частот. Два арматурных излучателя используются уже для средних частот и высоких частот, и два электростатических драйвера от Sanyon для ультравысоких частот, но чувствительность составляет 99 дБ, и они получили сопротивление 13 Ом, поэтому на раскачку эти наушники не прям супер легкие, но и тяжелыми я их не назову, так как любые современные ЦАП-усилители справляются с ними без проблем. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Отличный четырехжильный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм джек, так и балансный штекер на 2,5 мм джек. Большой фирменный кейс для хранения наушников. Фирменная тряпочка для протирки наушников. Набор силиконовых амбушюр и пенные насадки. Наушники действительно крупные, причем имеют еще больший размер в сравнении с T-Audio Hype 4, я вам это позже покажу, но как и Hype 4 они выполнены полностью из черной смолы с очень красивым и поистине уникальным оформлением лицевой панели, где также на левом и правом наушнике находится надпись T-Audio, которая как бы завершает вот этот приятный дизайн, но здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и точно в таком же месте, как и у Hype 4, у них находится единственное отверстие для компенсации, защищенное металлической сеточкой, и свою функцию оно выполняет хорошо, поэтому у этих наушников, как и у Hype 4, нет проблем с эффектом вакуума и драйвер флексом. В общем, за это, ребята, можете даже не переживать, так как это отверстие справляется на отлично. Ну а на внутренней части здесь у них указано название этой модели Oracle MK3 и находится серийный номер моей модели. Ну и звуковод у этих наушников прям идентичен Hype 4, он выполнен из металла, имеет диаметр 6 мм, получил четкий бортик для более лучшей фиксации амбушюр и дополнительно защищен металлической сеточкой. Но и несмотря на более крупный размер в сравнении с Hype 4, сидят у меня эти наушники в ушах также отлично. Да, они более явно выпирают из уха, но самое-то главное для меня то, что с посадкой здесь проблем никаких нет. Это по-прежнему отличная звукоизоляция и хорошее удобство использования, где вам ничего не давит и ничего вас не беспокоит. И как видите, они реально более крупные в сравнении с Hype 4, но тем не менее, друзья, в остальном тут все также отлично. Использовал я эти наушники с комплектным кабелем, поскольку он очень хороший и менять его смысла абсолютно никакого нет, так как со своей функцией он справляется превосходно, а вот амбушюры можете попробовать разные, но от себя я бы точно советовал вам выбирать те, что с более широким отверстием. Как по мне, так звучание у тех наушников становится максимально сбалансированным и звуковая сцена будет очень широкая, настолько, насколько могут отобразить ее эти наушники, а поверьте мне, они могут и далеко не скромно.
Ну а приобрести наушники T-Audio Oracle MK3 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. А все ссылки на покупку наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат трибридные наушники T-Audio Oracle MK3. И вот так выглядит график частотной характеристики. Эти наушники имеют усиление низких частот на 12 дБ с очень аккуратным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь четко соответствует моему таргету. Поэтому на мой слух эти наушники точно не звучат в этом диапазоне резко или агрессивно, даже прослушивая их на очень высокой громкости, что определенно порадует многих. Но высокие частоты тут, как по мне, имеют буквально идеальное завершение, какое только можно было вообще представить, так как они очень продолжительные и не имеют каких-либо провалов, что определенно порадует истинных аудиофилов и любителей послушать микронюансы и насладиться супер прозрачным и воздушным звучанием в этом диапазоне, так как никакой темноты или зажатости тут точно нет. Но вот при сравнении графика наушников Oracle MK3 с графиком от Hype 4 мы можем заметить буквально одинаково четко соблюденную концепцию тюнинга этих наушников. И по сути да, обе модели настроены на студийный тюнинг с очень точным, нейтральным и тембрально достоверным звучанием. И по факту, друзья, так оно и есть. Настройка у этих наушников при сравнении очень похожая. Но вот конфигурация, конечно, излучателей здесь отличается, что определенно нам дает немного другие тембры у Hype 4, несмотря на крайне близкую частотную характеристику у Hype 4 к Oracle MK3. Но поверьте мне, это нисколько не делает Hype 4 прям уж явно уступающими наушниками. Да, у них будет меньше усиления низких частот, бас у них при сравнении менее плотный и более теплый, у них чуть менее чистая серединка и немного другие по характеру высокие частоты с менее детальной подачей. Но, ребята, не забывайте, они стоят дешевле, и было бы странно, если бы Oracle MK3 были бы хуже, чем Hype 4. Поэтому, если говорить об обновлении, то да, определенно обновляться смысл есть, так как на мой вкус все же электростатический драйвер звучит на высоких частотах куда более правильно, и как будто бы он сочетает в себе не только точно такую же крутую, как и у Hype 4, техничность и прозрачность, но при этом он имеет какую-то вот особенную плавность и, я бы сказал, заметную утонченность. Но скажу честно, друзья, как по мне, Hype 4 это по-прежнему очень даже актуальные наушники, которые в своей ценовой категории, на мой вкус, очень сильно выделяется среди других наушников. А Oracle MK3 это уже чисто серьезные наушники для зрелых аудиофилов, которые четко понимают, что они хотят, и им нужно уже что-то такое, что они взяли бы прямо сейчас и надолго, не беспокоясь там ближайшие пару лет о том, что какие-то наушники будут лучше, чем Oracle MK3. А я уверен, что эта модель еще будет очень долго актуальна. Поверьте мне, достаточно того, что Hype 4 по сей день являлись моими основными наушниками. А вот это уже, ребята, о многом нам говорит. Ну а теперь давайте лучше разберем звучание T-Audio Oracle MK3 более подробно. Уверен, вам всем интересно, как же они все-таки звучат. Низкие частоты в этих наушниках сразу же дают нам понять, что перед тобой сейчас серьезный трибрид, настроенный с прицелом на массивную и при этом супер контролируемую подачу баса. И это не просто акцентированные низкие частоты, а это, ребята, буквально полноценно выстроенный фундамент, способный физически ощущаться, даже при умеренной громкости. Бас в этих наушниках уходит очень глубоко, с явно ощутимым физическим давлением, создающим эффект как бы легкой акустической вибрации в корпусе наушников и в пространстве вокруг благодаря технологии Impact 2. И такой бас, ребята, он не просто слышен, а он ощущается и заполняет собой все снизу вверх, давая звуковой сцене необходимую опору и телесность. И в сравнении с Audio Hype 4 здесь бас еще более мощный, фундаментальнее, и при этом он чище и прозрачнее. Каждый удар ощущается плотным, весомым, с точной формой и выраженным телом, и нету никакого там намека на какую-либо рыхлость и смазанность. Вместо этого, ребята, мы здесь получаем очень четкую атаку, быстрый отклик и мгновенное затухание. Бас звучит не как какой-то размазанный гул, а как серия ультраточных контролируемых ударных импульсов, каждый из которых наполнен микродеталями. Поэтому
поэтому можно без проблем уловить какие-то остаточные послезвучия и очень подробные текстуры. И вот эта быстрота баса действительно заслуживает отдельного упоминания, так как он, можно сказать, что буквально молниеносен и при этом не теряет весе, даже в каких-то перегруженных ритмических партиях с быстрой перкуссией или суперсложной электронной структурой, где Oracle MK3 отлично сохраняет собранность и динамику, так что любители послушать быстрый техно, драм н бейс точно останутся довольны. Ну и текстурность низких частот здесь ребята на очень высоком уровне. Каждый звук воспринимается как многослойный с естественным переходом между атакой, основной фазой и затуханием, в то время как в большинстве наушников бас просто скучно бьет. Здесь он буквально раскрывается, дышит и живет, и это создает для вас невероятное, реалистичное и насыщенное восприятие, особенно заметное уже на живых записях, в джазе и в саундтреках и даже в электронной музыке, где басовые партии играют не только ритмическую, но и при этом несут свою особенную атмосферную роль. И прошу заметить, что при всей вот этой своей гипермасштабности бас в Oracle MK3 остается строго в своей зоне, никак не мешая середине и не заглушая другие частотные диапазоны. То есть он работает здесь как плотный фундамент, уверенный, монолитный, но излишне неагрессивный, благодаря грамотной интеграции с остальными диапазонами, за счет чего он здесь звучит очень естественно и сбалансированно, сохраняя музыкальность даже в самых басово насыщенных треках. И в итоге низкие частоты в T-Audio Oracle MK3 — это сочетание глубины, веса, скорости и разрешения. Это именно тот бас, который ты не просто слышишь, а буквально чувствуешь всем телом. Он действительно будет мощнее, чем в Hype 4, но при этом еще и точнее, чище и быстрее. И именно такой бас правильно подчеркивает зрелость и уровень настройки этих наушников и делает звучание масштабным и живым, не теряя в техничности и контроле. Ну а средние частоты в T-Audio Oracle MK3 — это пример того, как можно добиться идеального баланса между нейтральностью, техничной точностью и музыкальностью без малейшего налета искусственности или напряжения при прослушивании, так как они звучат исключительно аккуратно и ровно, без какой-то там малейшей агрессии, яркости или резкости, но при этом абсолютно не кажутся вялыми или зажатыми. Это, ребята, именно тот случай, когда середина не навязывает вам свое присутствие, но как только в ней появляется что-то реально важное, вокал, гитара, живые инструменты, она раскрывается с просто удивительной глубиной и насыщенностью, и звучание в этом диапазоне остается действительно нейтральным в самой положительной и зрелой форме. Оно не окрашено, не уходит в какую-то гиперстерильность и сухость, а по восприятию оно именно естественно сбалансированное. Инструменты звучат телесно, с правильным объемом и реалистичными, так скажем, формами. Нету ощущения, что что-то где-то там выпирает или подчеркивается специально. Наоборот, подача тут очень цельная и крайне убедительная. Гитары передаются с отличной фактурой, деревянные корпуса инструментов слышны где-то там в глубине микса, а каждый едва легкий штрих струн или текстура смычка передаются с тонкой и едва уловимой изысканностью. И особенно стоит отметить вокал, так как он звучит в этих наушниках невероятно прозрачно, насыщенно и эмоционально. В женском вокале слышна явная воздушность, микродинамика и вот это ощущение дыхания, а в мужском объем, грудной резонанс и живое присутствие. И все это без малейшей окраски и преувеличения. Голоса, в отличие от других наушников, подаются здесь не слишком сильно выдвинутыми вперед, а я бы сказал, органично вписанными в сцену. Как будто бы ты действительно сейчас находишься вот в этой одной комнате с исполнителем. При этом я отмечу, что вокал тут не тонет где-то там на фоне, так как он звучит действительно насыщенно и выразительно благодаря высокому разрешению и буквально потрясающей прозрачности в этом диапазоне. Причем и переходные процессы тут, как и в случае с Hype 4, очень быстрые, собранные, с отличной атакой. Oracle MK3 очень хорошо справляется с тем, чтобы передать вам и начало, и окончание звука, будь то это удар по фортепиано или какой-то легкий акцент в вокальной фразе. Все звучит тут точно, с правильной динамической отдачей и без какого-либо смазывания или излишней аналоговой мягкости. Но при этом, ребята, отмечу, что тут точно нету никакой резкости, ни чрезмерного там подчеркивания лишних деталей, а есть высокая скорость и контроль, органично вписанные вот в эту естественную и очень натуральную, любимую мной подачу звучания. И в итоге средние частоты в T-Audio Oracle MK3 это буквально эталон настоящей нейтральности и плавности. Они не давят, не навязываются, но при этом обладают супер высоким разрешением, отличной скоростью и потрясающим чувством присутствия.
середина. Это, ребята, именно та середина, которую хочется слушать реально долго, так как она вас не утомляет, но очень аккуратно вовлекает, раскрывая музыку с очень правильной эмоцией, фактурой и уважением к оригинальному материалу. Ведь все-таки тюнинг-то у этих наушников реально студийный, не забывайте про это. Ну а высокие частоты — это настоящий эталон точности, разрешения и плавной утонченности. Да, ребята, я не шучу, но они звучат кристально чисто, вообще без малейшего налета какой-то там зернистости и с выдающейся детальностью, которая подается не как какой-то там сухой поток микродинамики на вас, а как живое органичное дыхание музыки. И я не шучу, ребята, здесь реально чувствуется высокий технический уровень самих излучателей, но еще больше вот эта филигранная настройка, благодаря которой высокие частоты тут не просто информативные, а звучат по-настоящему музыкально, воздушно и аккуратно, то есть ровно как я люблю, благодаря чему здесь каждый обертон, каждый звон тарелки, легкий шорох в фоне, послезвучие на концах фраз, все прорисовано очень четко, но никогда не переходит вот эту границу какой-либо избыточной резкости. Oracle MK3 удается почти невозможное — сохранить высокочастотную техничность, контроль и прозрачность, не скатываясь, в отличие от реально светлых и ярких наушников, в агрессию или клиническую холодность. То есть здесь, ребята, точно вам скажу, что звучание никак не пронзает ваш слух, а скорее создает ощущение вот этого открытого пространства и воздуха в композиции. Это особенно заметно уже в оркестровой и акустической музыке, где сложные обертона и какие-то пространственные нюансы передаются в этих наушниках с безупречной точностью. И в сравнении с Hype 4 высокие частоты в Oracle MK3 это действительно шаг вперед по всем ключевым характеристикам. Они более натуральные, с меньшей акцентуацией на каком-то там искусственном блеске и с более цельной подачей звучания. Там, где Hype 4 может излишне подчеркнуть атаку, например, у тарелочек, то Oracle MK3 раскрывает структуру самого звука. Слышно не только начало, но и даже то, как он развивается, как рассеивается в пространстве, создавая для вас ощущение вот этой реалистичной фоновой реверберации. И вот это, ребята, особенно ценно при прослушивании живых записей или качественного студийного материала, где важна та самая достоверность звучания и всех послезвучий. Ну и воздушность здесь, ребята, это вам не просто какая-то формальность, а это уже полноценный эффект открытости в звуковой сцене. Высокие частоты тут не просто присутствуют, а они очень правильно дают всей композиции необходимую глубину, как бы открывают звучание и создают для вас впечатление супер расширенного вертикального пространства, за счет чего вся музыка в этих наушниках как будто бы даже поднимается над головой, обволакивая вас, но не давя. И именно это качество позволяет Oracle MK3 звучать в этом диапазоне легко, непринужденно и в то же время так глубоко и вовлекающе, что хоть просто заслушайся. И в итоге высокие частоты в T-Audio Oracle MK3 это сочетание просто потрясающей детальности, абсолютной чистоты и воздушности с удивительно зрелым музыкальным характером. Они более точные, натуральные и изысканные, чем в Hype 4, и при этом лишены какого-либо давления на ваш слух. Это именно тот тип высоких частот, который не просто грамотно подчеркивает все детали, а раскрывает весь эмоциональный и пространственный объем записи, добавляя звучанию большей широты, открытости и глубины. Ну и, конечно, звуковая сцена в T-Audio Oracle MK3 это буквально настоящая демонстрация мастерства в создании широкой и многослойной акустической картины, так как она невероятно масштабно ощущается очень просторной, но при этом не теряет фокуса на деталях и не расплывается. Все звуки разворачиваются в пространстве с потрясающей детализацией и глубиной, а каждый элемент композиции занимает свое место, четко и очень различимо. И первое, что сразу бросается в глаза, это то, как точно в этих наушниках разделены планы и слои. Вокал, инструменты и даже какие-то фоновые звуки имеют шикарную локализацию, и при этом тут точно нету никакой зажатости или смешивания звуков в одну кучу. Первый план с вокалом или ведущими инструментами всегда остается на переднем плане, отчетливо прослушиваемым, с прекрасной текстурой и выразительностью, тогда как какие-то уже более дальние элементы, например, бэк-вокал или второстепенные инструменты, слышны, но они излишне ненавязчивые, то есть они просто находятся на своих местах. Причем мне еще нравится, как при прослушивании этих наушников ты ощущаешь то, как звуки уходят куда-то там вглубь, и как пространство между всеми инструментами наполняется безумным количеством воздуха. И в оркестровых
записях или в реально очень сложных композициях, где вам нужно точно различать расстояние или уровень звука, эти наушники позволяют вам выделить каждый слой. От баса, который звучит с глубины, до легких и воздушных акцентов в самом ультраверхнем регистре. И это создает ощущение, что ты находишься в какой-то большой комнате или даже зале, где каждый звук имеет свое положение и не мешает другому. И еще одна особенность звуковой сцены Oracle MK3 — это ее открытость. Несмотря на то, что эти наушники не имеют открытой конструкции, но при их прослушивании здесь точно нету ощущения, что что-то там где-то зажато или ограничено, так как пространство воспринимается как очень свободное и воздушное с достаточным расстоянием между элементами для того, чтобы каждый звук звучал максимально раздельно, но в то же время с сохранением единства всей композиции. Это особенно заметно в записях живых выступлений, где сцена начинает буквально разворачиваться перед тобой, создавая эффект как бы присутствия внутри нее. И в итоге звуковая сцена в T-Audio Oracle MK3 — это, ребята, просто до безумия выдающаяся проекция масштаба, разделения и глубины. Она позволяет слушателю буквально погрузиться в музыку, ощутить всю вот эту ее многослойность, динамичность и многогранность. И это именно та сцена, где каждый звук имеет свое место и пространство для дыхания, а ты чувствуешь себя в центре огромного, живого и очень музыкального мира. Ну а вывод у меня получился таков: T-Audio Oracle MK3 — это действительно одни из лучших трибридных наушников, с которыми я имел удовольствие познакомиться. И после их прослушивания у меня остается четкое ощущение максимально грамотного подхода к тюнингу и завершенности в звучании. И что особенно меня впечатляет, это их универсальность. Oracle MK3 превосходно справляется с абсолютно любой музыкой, будь то это тяжелая инструментальная, металл, рок, электроника, хип-хоп или просто вокальная. Я могу вам сказать, что даже бас-хеды наверняка останутся довольны, так как низкие частоты у этих наушников здесь поистине мощные, еще более панчевые и глубокие, и хорошо текстурированные, чем у Hype 4, и при этом они остаются быстрыми и четкими, без какого-либо эффекта перегруженности или мутности в звучании. Ну а средние частоты, ребята, здесь безумно прозрачные и нейтральные, с отличной детализацией и без малейшей агрессии, что позволяет вокалу и инструментам звучать максимально натурально и живо. Ну и высокие частоты, конечно, это буквально вообще лучшее завершение, которое можно было только представить. Они чистые, воздушные и супер детализированные, но при этом не яркие и не утомительные, а буквально идеально балансирующие на грани топовой техничности и плавной музыкальности. И как по мне, это именно те наушники, которые не просто вас впечатляют с первых минут, а буквально заряжают вас безумной энергией и продолжают удивлять и через неделю, и через месяц, и вероятно даже через год прослушивания. Поэтому если вы сейчас ищете сбалансированное, зрелое и по-настоящему универсальное звучание, то Oracle MK3 без сомнений заслуживает вашего внимания, и от себя эти наушники смело рекомендую к покупке. Сейчас это будут мои основные референсные наушники, но ссылка на покупку этих наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!